Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю роскошный, очень богатый и необычный во вкусе торт «Восточная сказка». Торт этот я буду делать с халвой. Сочетания здесь изумительные, несмотря на то, что готовить мы его будем без сливок, без дорогостоящих сыров из самых простых и доступных продуктов. Торт этот готовится несложно, с роскошнейшим влажным бисквитом. Бисквит здесь идет как на торт красный бархат, только без красителей. Крем нежнейший, бархатный получается. Торт просто идеально подходит для всех любителей халвы и различных десертов с халвой. И сначала мы приготовим заварную основу для крема, потому что ей нужно остыть и стабилизироваться. 500 мл молока. Я довожу практически до кипения это молоко. 50 грамм кукурузного крахмала. Добавляю к крахмалу 25 грамм сахара. Обязательно добавляю 2 грамма соли, то есть небольшую щепотку такой соли, и 8 грамм ванильного сахара. Все это хорошо перемешиваю, чтобы не было комочков. Вливаю туда еще 100 мл холодного молока, то есть 500 мл у нас нагревается, и дополнительно еще 100 мл вливаем в сухую смесь, то есть в общей сложности для этого рецепта мы берем 600 мл молока. Когда молоко практически закипело, помешиваю в центре ковшика и вливаю туда всю крахмальную смесь уже в ковшик. И теперь при непрерывном помешивании в ковшике или в кастрюле с толстым дном доводим всю эту смесь до кипения. Когда пойдут вот так первые пузыри, то есть первые признаки кипения, провариваем еще примерно 30-40 секунд и снимаем с огня. Сразу переливаю в емкость, где заварная основа у нас будет остывать до комнатной температуры. Обязательно накрываем пищевой пленкой в контакт, чтобы смесь не заветривалась, и оставляем остывать. И сейчас готовим фруктовую начинку для торта. Здесь у меня 650 грамм слив. Слива у меня садовая, такая типа венгерки. Можете брать абсолютно любую сливу. Вместо слив вы можете брать также абрикосы. Можно замороженные естественные сливы, абрикосы брать. Можно брать красную смородину. Для этого торта я не советую брать малину, черную смородину. Вишня еще так более или менее подойдет, но ягоды или фрукты должны быть кислыми и с неярко выраженным вкусом, вот как слива. Слива просто идеальный вариант для этого торта. Нарезаю вот таким кубиком, отправляю сейчас все это в кастрюлю. У меня получается примерно 600 грамм вот таких уже подготовленных слив без косточек. Вливаю туда 50 мл воды и отправляю, довожу до кипения. 30 грамм кукурузного крахмала. Добавляю туда 50 грамм сахара. Перемешиваю. Добавляю в крахмальную смесь 30 мл воды. Все перемешиваю. Сливы у меня уже закипели. И я сейчас уже в полностью закипевшие сливы, они уже отдали сок немножко, добавляю 50 грамм сахара. Почему я сразу не добавила сахар? Именно из-за того, чтобы слива с сахаром не подгорала у меня к кастрюле, чтобы мне за ней не следить на этом моменте. Но сахар я добавляю отдельно еще от крахмала, чтобы вот эти кусочки сливы потом при раскусывании не были экстремально кислыми, так как они проваривались основную часть времени без сахара. Чтобы вот именно этого избежать. Если вы захотите сделать это пюре из этих слив и проваривать в качестве пюре, вы тогда можете весь сахар добавлять вместе. Я же делаю именно вот из-за этого, потому что во вкусе разница вот в этой кислоте слив и той жидкости, которая будет обволакивать эти сливы, будет очень сильная. Сейчас, когда у меня слива с сахаром прокипела уже 1,5-2 минуты, я вливаю туда всю крахмальную смесь. И вот с этого момента я постоянно, непрерывно перемешиваю на умеренном огне всю эту смесь. Примерно минуту я провариваю, чтобы она стала уже прозрачной такой, она красивый уже такой бордовый оттенок приобретет эта смесь. И теперь я перекладываю все это в ту емкость, где у меня будет остывать все это до комнатной температуры. Накрываю обязательно пищевой пленкой в контакт, чтобы смесь не заветривалась. И готовлю бисквит. Бисквит здесь я буду готовить как на торт красный бархат, только без красителей. Этот бисквит идеально просто сочетается вот с этим кремом с халвой. Готовлю бисквит. 500 грамм муки. Добавляю туда 10 грамм какао-порошка, 1 чайную ложку без горки пищевой соды и 1 чайную ложку без горки разрыхлителя. То есть здесь мы используем и соду, и разрыхлитель. Слегка перемешиваю и отставляю пока что в сторону все сухие продукты.
5 яиц среднего размера. Я беру комнатной температуры для бисквита. Яйца весом примерно по 50 грамм. Добавляю туда 16 грамм ванильного сахара. Обязательно такую хорошую щепотку соли, примерно 6 грамм соли. Можете, если кто-то на весах будет взвешивать. Разбиваю сейчас яйца просто до состояния пены в меланж и добавляю туда 375 грамм сахара. Я забыла здесь сказать, что вес яиц 50 грамм каждое яйцо, это без скорлупы, потому что это очень важно для каждого бисквита, именно вес одного яйца. Я повзбивала пару минут яичную массу с сахаром и добавляю туда сейчас 500 мл, то есть пол-литра пахты комнатной температуры. Здесь это у меня не кефир, а именно пахта, как это используется в оригинальном американском рецепте. Пахта здесь 1% жирности. Кто не знает, что такое пахта, это ни в коем случае не простокваша, не скисшее молоко. Это продукт, который получается после взбивания сливок до состояния сливочного масла. Это вот эта жидкость, которая остается. Если у вас нет пахты, и вы не можете ее купить нигде, у нас в Германии она продается в каждом магазине, тогда просто возьмите 400 мл кефира 1% и 100 мл молока, потому что кефир, он очень резкий по вот своим свойствам, он гораздо более резким, чем пахта, и поэтому следует немножко молоком его разбавить. Я добавила туда еще 200 грамм, говорю в граммах, растительного масла без запаха. Я использую рапсовое масло, чтобы не было привкуса домашней выпечки. Я просто это все перемешала. Ничего я дальше не взбивала. И сейчас просеиваю туда всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Сейчас просто миксером, ничего я здесь лопаткой вмешивать не буду, просто миксером я перемешаю всю эту массу до однородности. Как вы видите, замес теста здесь очень быстрый, все замешивала просто миксером. Лопаткой здесь сухую смесь я никак не вмешивала, все просто перемешала. Сейчас прохожусь лопаткой просто с дна и с боков миски, чтобы ничего у нас не осталось, чтобы бисквит был у нас одного цвета. Итак, бисквит я буду выпекать в заранее разогретой духовке при температуре 170 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне 1 час 10 минут. Форма у меня здесь 24 сантиметра в диаметре. Форму я застелила здесь пергаментом и донышко и бока формы. Вот это лучше сделать обязательно. Здесь у меня обычная разъемная форма с дном. Бисквит печется долго, потому что тесто тяжелое, в тесте очень много жидкости и масла. Здесь, когда пройдет у нас 50 минут, он уже не осядет, не опадет, можно открыть духовку, и я накрываю его обычно фольгой, чтобы он не подгорал сверху. Советую сделать точно так же. Итак, убираю сейчас выпекаться на час 10 минут. Бисквит у меня испекся, бисквит полностью весь пропеченный, с тонкопористой текстурой, практически не будет крошиться при нарезании. Сейчас я проверяю для вас бисквит деревянной шпажкой. Она выходит из самого центра сухая и чистая, и вы также должны ориентироваться по деревянной шпажке, проверять его. И я даю ему полностью остыть до комнатной температуры. Вы можете его даже на ночь оставить, остывать, вот так вот стабилизироваться в форме. Итак, у меня он полностью остыл, прошло уже несколько часов. Теперь я его спокойно извлекаю из формы. Теперь абсолютно готов у меня далее к нарезанию и к использованию в торте. Бисквит роскошнейший на вкус, благодаря своей рецептуре. Вот такие вот идеальные коржи, влажные, их видно, какие они эластичные, они тают буквально во рту. Я сейчас специально шапочку вам буду показывать на разломе, потому что так вот, когда нарезаем просто струной или ножом, понять текстуру до конца невозможно. Нужно именно смотреть разлом. Вот на шапочке я сейчас вам покажу. Я ее потом все равно буду использовать для обсыпки боковинок у торта. Посмотрите, какой разлом. Видно, насколько влажный бисквит. Итак, заварная основа у меня уже охладилась до комнатной температуры, и я завершаю приготовление крема. Здесь у меня 250 грамм подсолнечной халвы. Халву берите качественную, чтобы она была очень ароматная, такая натуральная халва. Процент содержания семян подсолнуха в халве должен быть от 50 до 60%. Вот это очень важно. В моем случае я использую подсолнечную халву с содержанием семян подсолнуха 56%. Сейчас я взбиваю 250 грамм размягченного сливочного масла, вот так до побеления и пышности, примерно пару минут взбиваю. Добавляю туда к маслу сейчас всю мелко нарезанную халву.
Я намеренно здесь нарезаю халву, а не измельчаю ее в измельчителе, в блендере. Если будем измельчать ее в блендере, можно просто пропустить тот момент, когда она начнет выделять масло. И это будет уже губительно для крема, крем уже не получится. Халва вообще нарезается очень быстро и очень просто, поэтому лучше ее нарезать. Сейчас я буквально 20-30 секунд все это перемешала, даже не взбила, а перемешала до объединения вот эту халву и масло. И начинаю добавлять по несколько ложек заварной основы вот к этой смеси. Заварная основа ни в коем случае не должна быть холодной, она должна быть комнатной температуры. Заварная основа непривычно, практически не сладкая на вкус, но это нормально для этого крема, потому что в халве очень много сахара, иначе крем будет чрезмерно приторным, если мы еще в заварную основу добавим сахар. Итак, взбиваю сейчас все это до объединения и пышности, долго не взбиваем, просто когда разошлась у нас вот эта крахмальная основа заварная, сразу добавляем следующую порцию. Чем дольше мы будем взбивать заварную основу на основе крахмала, тем более жидким будет становиться уже вот на этом финишном этапе крем. У меня очень жарко в помещении, поэтому крем еще немножко подвижный. Вот такой пышный, роскошный крем у нас в итоге получился. Естественно, вкрапления от халвы там будут, это нормально. Крем как мороженое с халвой на вкус. Я сразу собираю торт. Коржи нижний и средний я ничем не пропитываю. Верхний корж я буду пропитывать, так как это будет тот корж, который был у меня донышком при выпекании. Сейчас я нанесла небольшое количество крема на корж, делаю бортик из крема и половину сливовой прослойки я выкладываю сейчас на крем. Разравниваю. Сливовая прослойка не будет вытекать, выливаться из этого бортика. То есть она очень стабильная и в то же время она очень-очень нежная. Крем я визуально поделила на 3 равные части. Если вы новичок, очень советую пользоваться весами. Это самый надежный вариант. То же самое я проделываю со вторым коржом. Также наношу небольшую часть крема. Корж я опять же не пропитываю. Коржи очень влажные получаются. Коржи изумительные. У меня есть подробнейшее видео именно по этому бисквиту. Красный бархат, бюджетный, без красителя. Ссылочку я вам оставлю в описании к данному видео. Еще очень важный момент в этом торте – это качество самой халвы. Халву берите качественную, от ее вкуса будет полностью зависеть вкус самого торта. Вторую часть сливовой начинки я выкладываю на второй корж и также вторую треть крема я выложила полностью на второй корж. Третий корж у меня был дном при выпекании, я его пропитала просто молоком. И сейчас вместо ацетатной пленки я использую здесь просто силиконизированный пергамент, силиконизированную бумагу для выпечки. Силиконизированный пергамент не пропитывается кремом, крем под ним превосходно стабилизируется, только могу посоветовать. Сейчас ставлю тортик в кондитерское кольцо, убираю на 4 часа на стабилизацию. Можете убрать на ночь. Торт у меня уже очень стабильный, вкусы уже объединились. Третья треть крема у меня оставалась. Я его убирала в холодильник. И сейчас перед нанесением на торт я импульсами буквально несколько секунд прогрела этот крем в микроволновке. И он прекрасно наносится на торт. Для обсыпки торта я использую половину шапочки от бисквита и 50 грамм халвы. Измельчила все это в измельчителе, буквально здесь 10 секунд. Больше нельзя, иначе халва будет отдавать масло. Просто халвой покрывать нельзя. Она у вас будет разжижаться на креме, и она у вас просто потечет. Обязательно нужна большая часть бисквита для покрытия. Вот эта халва сверху, она усиливает вкус самого торта. Разделителем для торта я нанесла трафарет, разделение на порционные кусочки. И остатком крема я сейчас делаю вот такие завитки. Из насадки 8 мм открытая звездочка на каждом порционном кусочке торта. Вот такой прекрасный, роскошный во вкусе торт у нас получился. Нарезается он превосходно, идеальный разрез у него получается. Нарезаю ножом просто комнатной температуры, не горячим. Идеальнейший разрез, крем прекрасно держит форму и в то же время он очень воздушный. Халву здесь можете использовать абсолютно любую, какая вам нравится. И тахинную, и подсолнечную, и арахисовую. Все на ваше усмотрение. Торт роскошный во вкусе для всех любителей халвы. Вот так превосходно он надламывается вилкой. Торт очень влажный. Бисквит восхитительный в этом торте. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.